Всем привет! С вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня приготовим тонкие лепешки с начинкой, без соды и без дрожжей. Покажу также два варианта приготовления. Но обо всем по порядку. Давайте начнем. В муку, здесь 400 грамм, добавляем немного соли и сахара. Тесто для таких лепешек готовится быстро и получается тонким, вкусным, легким в работе. Также вливаем 3 столовых ложки растительного масла. Перемешиваем. Кстати, ингредиенты в ложках и стаканах указаны под видео, а точные граммы, как всегда, в конце на экране. Теперь быстро вливаем газированную минеральную воду. Количество минералки зависит от плотности муки. У меня в данном случае ушло 220 мл. Собираем тесто руками. Оно получается достаточно мягким. И если убрать остатки теста с рук, то почти к ним не липнет. Оставляем тесто минут на 10, чтобы клейковина набухла. Спустя 10 минут тесто обминаем руками. Оно уже стало более эластичным и однородным. Делим тесто на 7 частей, слегка подсыпая немного муки. Полученные кусочки теста обминаем, формируя шарики. Тесто прикрываем и начинаем формовать лепешки. Также немного муки не помешает. В качестве начинки использую творог с грибами. Кстати, мы его готовили в предыдущем видео, ссылка будет внизу. Ну и в принципе, начинка может быть абсолютно любая, на ваш вкус. Собираем края лепешки, стараясь не оставлять воздух внутри. Слегка и очень аккуратно расплющим руками. Пока их убираем в сторону и начинаем следующую. У меня будет еще один вариант начинки, это печеночный паштет. Как его приготовить, ссылка будет тоже внизу. Также собираем тесто и шарик расплющиваем. Не сильно надавливая на тесто. Перед самым приготовлением сформированные лепешки раскатываем тонко. Важно здесь не давить на края, иначе они могут порваться и начинка будет выглядывать. Если образуется воздух, его можно выгнать с помощью прокола. И вот мы подошли к первому способу приготовления. Лепешки будем жарить в небольшом количестве масла. Кстати, мука, которая остается от раскатки, ее обязательно нужно стряхнуть, чтобы она не горела. Жарим лепешки до золотистого края с одной стороны, затем перевернем и обжарим с другой. Но нагрев выше среднего.
Готовые лепешки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать остатки масла. Я сделала еще такое же тесто и хочу показать, какие они будут при жарке на слегка смазанной, почти сухой сковороде. Лепешка начинает подниматься по мере нагревания. Мы ее переворачиваем и смотрите, как она надувается. Конечно же, при условии, что в тесте нет дырочек. Кстати, нагрев сильный. Какой способ выбираете вы? Напишите. Ну и давайте же посмотрим, что у нас получилось. Вот так выглядят жареные лепешки. Тесто еще хрустит, достаточно мягкое и тонкое. Чем-то похоже на чебуречное. А это приготовленные на сухой сковороде. Тоже мягкие, но уже совсем с другим вкусом. Готовьте с удовольствием. Ну а если видео было для вас интересно, ставьте нравится, делитесь им с друзьями. Жду ваши комментарии. На этом сегодня все. Пока.